Пс, ребят, вы тоже слышите эти звуки? Это не сон, это реальность. Всем здорово, народ, рад вас видеть, Искорберд. Добро пожаловать на мое новое видео, в котором я вам расскажу потрясающие и удивительные новости. Так что запаситесь чаем или кофе с печеньками, и мы начинаем. Что же за новость такая, спросите вы? Недавно стало известно, что игра Angry Birds Fight, которая считается поистине легендарным шедевром в жанре террориат от Роя Китерецу, снова возвращается к жизни. Я думаю, что вы, возможно, знаете о существовании таких фанатских проектов, как Angry Birds Fight Reforged, Angry Birds Fight Reboot. Ссылки на их официальные Discord-серверы будут в описании под видео. Переходите туда и сделайте людям приятное. Теперь основные новости. Несколько дней назад проект Angry Birds Fight Reboot обрел успех. Иностранным энтузиастам удалось создать свой собственный сервер для игры, но онлайн-сражения по-прежнему остались недоступны. За основу был взят исходный код отличного программиста Fairplay 137, который активно поддерживал проект Fight Reforged. Его роль очень велика для всего комьюнити Angry Birds Fight. Он всем дал надежду на восстановление игры, также помог другим программистам с разработкой. Его труды не должны забываться. Так что ради уважения переходите в Discord сервер Reforged и подпишитесь на другие соцсети проекта. Стоит также упомянуть Creator 34, которого многие считают врагом проекта Reforged из-за слива самой первой альфа-версии игры. Это действительно был очень низкий и неправильный поступок с его стороны, в котором проявилось полное неуважение к чужому труду. Надеюсь, что креатор осознает свои ошибки и как следует извинится перед Fairplay. Но совсем недавно выяснилось, что креатору и его друзьям удалось создать собственный сервер для Angry Birds Fight, что не может не радовать. Их APK-файл тоже есть на Discord-сервере Angry Birds Fight Reboot. Хочется пожелать всем разработчикам успешного результата и удачи. Ну вот, что произошло за последнее время, я вам рассказал. А теперь давайте приступим к базовой модификации Angry Birds Fight. Показывать я буду на примере Reboot-версии. Начнем, пожалуй, с подготовительного этапа. Тебе понадобится наличие root-прав на устройстве. Если у тебя их нет, то установи эмулятор Wemos и уже на нем проводи взлом игры. APK-файл Reboot разработчики разместили на своем официальном сервере в Дискорде. Для удобства в описании к видео я оставлю тайм-коды. Вы можете спокойно перейти и посмотреть именно тот взлом, который вам действительно нужен. Тебе также понадобятся программы Root Explorer или же ES-проводник и Game Guardian. Все, с подготовкой закончили. Переходим к взлому. Ну что ж, приступим. Для начала запусти игру и пройди туториал. Итак, все, друзья, туториал я прошел. Переходим к взлому. Заходим в Root Explorer. Переходим в корневой каталог, то есть root. Видим, да? Переходим под home-пути. Data. Home Row Angry Birds Fight. Так, секундочку. Вот. Files.
Asset Service. Вот, и здесь мы ищем такой файл, волшебный, называется config.json. Именно этот файл мы будем модифицировать, чтобы добавлять какие-то особенности в игру. Итак, с чего начнем? Это же, конечно, восстановление энергии. Один такой из минусов был, когда ты поиграл, тебе нужно ждать, пока восполнится энергия. Зачем это делать, когда можно немножко подкрутить параметры? Смотрите, нажимаем на файл, нажимаем «Открыть в редакторе текста». Вот такой у нас код появляется. И здесь мы можем поднастроить буквально всю основную составляющую игры. Но нас интересует в данный момент пока что энергия корабля. 3 точки нажимаем, выбираем поиск. В поисковике пишем на английском NR. Ну, Energy, да, видим. Здесь у нас сразу подскакивает подсказка. Вот максимальный шип Energy. То есть сколько мы можем максимально положить бутылек вот этих восполняющих энергию. По умолчанию 10. Давайте поставим 99. Вот как бонусом таким. И еще важное правило при редактировании вот этого файла. Его размер до редактирования и после всегда должен быть одинаковым. Соответственно, и количество символов в нем должно совпадать, как с оригиналом. Иначе игра его попусту перезапишет заново, и все изменения, которые вы вносили, не сохранятся. Вам приходится все это повторно проделывать. Ну, сейчас покажу то, что я имел в виду. Переходим ниже, и вот у нас. Ищем такую строчку Energy Recover Time. По умолчанию у вас тут будет стоять 600. Мы же хотим, чтобы у нас энергия птиц восстанавливалась мгновенно. Смотрите, 600 число трехзначное. Мы хотим, чтобы было все быстро. Для этого мы меняем на однозначную единицу. И у нас, по идее, вот еще должны 2 цифры, да, быть. Тогда у нас все сохранится. Но мы хотим же единицу. Поэтому мы нажимаем вот тут в конце после запятой и ставим ровно 2 пробела. Раз, два. Все, друзья, мы сохранили первоначальную вот эту строку. Просто здесь применено вот первозначное число, но мы изменили на однозначное. Просто в конце 2 пробела дописали вот эти недостающие пару цифр. Итак, следующий у нас, конечно же, токен Recover Time. Это у нас восстановление энергии корабля. Как видим, стоит 1800 секунд. Мы хотим мгновенно, смотрите. Делаю раз, два, 3. Значения я убрал. Нам надо их восполнить, чтобы игра правильно файл прочитала. И просто ставлю 3 пробела. Раз, два, 3. Это, ребята, можно так делать. Все должно быть хорошо. Сейчас проверим. Так. Сохраняем изменения в файле. У нас создается config bug. Файл backup. Исходного файла, который у нас был до редактирования. Можно его удалить. Так, теперь заходим в Angry Birds файл. И теперь нам нужно проверить. Нам нужно сыграть какой-нибудь бой, да? Давайте. Вот у нас все максимум восполнилось. Сейчас мы доиграем. И я вам покажу, что все работает. Так, давай мы крестик нажмем. Все, смотрите, у нас энергия уже сразу на максимум. Такое ощущение, как будто мы его и не потратили. Ну вот, ребята, это был у нас первый взлом. Идем дальше. Итак, ребята, следующий взлом, который точно может пригодиться, это, как бы вам сказать, чтобы у вас на всех островах играли боты. Дело в том, что онлайн и матчмейкинг недоступен в данный момент в ребут-версии. Это потому что альфа, онлайн-контент полностью не реализован в стадии прогресса, так сказать. Поэтому если мы пройдем первого босса, то у нас дальше будут выдавать ошибку, не находят игроков, потому что. Мы это исправим путем также вот изменения файла config.json. Заходим в редактор текста. Сразу хочу сказать огромное спасибо креатору 34 и его другу. К сожалению, он ник не указал, какого друга. Поэтому вот так. За такое важное наблюдение, которое очень хорошо изменит геймплей, и мы можем по всем островам, как раньше, поиграть. Ну, правда, против ботов. Как это сделать? Заходим в файл, выбираем поиск. В строке поиска пишем CPU.
Видите, у нас находится pool stage, то есть с какого этапа у нас боты перестанут появляться. По умолчанию стоит 2.1. И давайте изменим это значение. Пишем 12 и .7. Но у нас появилась одна лишняя цифра. Про это мы тоже не забываем. Что мы можем сделать? Ну, самое простое, это, например, убрать цифру из ссылки. Если у вас тут в конце есть какой-то пробел, да, вот тут если сзади, вот так у вас будет, то вы можете просто его тоже вот так вот убрать. У меня его не было, поэтому приходится жертвовать, например, ссылкой. Все. Делаем у нас сохранение. Файл удаляем. Заходим в Fight. Нажимаем играть. Вот у нас босс. Давайте с ним сразимся. О, видите, и энергия у нас мгновенно восполнилась. Все, босса мы завалили. Как у нас прокачался. Монетку получили. Очки пусть будут. Пусть будут. Так. Все, босс у нас повержен. Итак, вот наша локация 2.2. По сути, с этой локации у нас боты перестают играть. Так, давай поиграем с чаком и смотрим, что у нас получилось. Опа, Стелла, тренировка. Все, друзья, мы можем играть дальше. Итак, следующее, на что мы будем взламывать, чтобы было еще круче, это лаборатория доктора Свина. Она открывается на этапе 2.3. Можно сделать так, чтобы у нас лаборатория открывалась прям вот сразу, когда мы вот оказались на этом острове, вот на первом уровне. Как это сделать? Так, выбираем config JSON, редактор текста. И вбираем всеми нам знакомый поиск и впишем просто слово lab. Так, вот у нас лаборатория. Lab Iteration, нам это не нужно, листаем ниже, вот, Lab Unlock. И тут у нас строка 2.3, то есть с какого этапа у нас откроется лаборатория. По умолчанию 2.3, мы меняем на 2.1, нажимаем назад, сохранить изменения. Удаляем файл и перезаходим в Angry Birds, Fight Reboot. Опа, и что у нас? Такая вот кат-сцена, лаборатория появляется. Нажимаем галочку, рогатка. И птички ведут нападение. Так, нажимаем. И вот она вся лаборатория. Ну а есть здесь еще одна такая штука, как называется таймер на уровне. Так, друзья, вот я прошел 3-й этаж лаборатории. Соберем сейчас по-быстренькому награды. Нам нужно ждать целых, тут 4 с лишним минуты. Сейчас мы это исправим, чтобы нам ждать не пришлось. Ищем тут такой файл, как lab floor master JSON. Да, это уже другой файл. Находится в том же самом директории. Нажимаем и выбираем редактор текста. Вот такой код у нас выскакивает. Не пугаемся, друзья. Здесь ничего страшного нет. В скобочках таких написано ID1. Это у нас ID уровня. Постараюсь сейчас побыстрее рассказать, чтобы время не прошло. На данном моменте на 4-м этаже вот ID4. И здесь мы видим как Time Challenge. Вот она эта строчка Time Challenge. И здесь написано 300, то есть 300 секунд. Мы хотим мгновенно восполнить. Ставим единичку и 2 пробела. Все, друзья. Все, так, нажимаем назад, сохраняем изменения. Обязательно пишем пробелы в конце цифры. Заходим заново в Fight и проверяем. Видите, уже знак восклицания, значит все готово. Смотрите, друзья, не прошло и 5 минут, да? Мы уже с вами восполнили доступ к этажу на лаборатории. Вот так вот, уже через другой файл, можно быстро открывать уровень лаборатории. Вот здесь, как мы видим, мы не изменили, у нас идет еще таймер, да? А вот тут мы поменяли, все, уже мгновенно можем идти в бой. Вот такой был взлом. Переходим дальше. Ребята, благодаря следующему взлому мы с вами можем мгновенно открыть свинку, которая у нас на последнем этаже в лаборатории. Как это сделать? Также нам файл config.json понадобится. Открываем в редакторе. Так, ну и в поиске пишем pig. Pig max level. Так, это нам не надо. И вот самый низ листаем, видим lab pig unlock. По умолчанию 32. Мы можем изменить на то, что хотим. Положим, мы же 2-й этаж лаборатории проходим.
Очень хорошо. Поэтому давайте изменим на него. Также смотрим, число у нас двухзначное. Ставим двойку. И чтобы восполнить утрату одной цифры, поставлю сзади пробельчик. Все, друзья, сохраняем. Сохраняем файл. Бэкап удаляем. И заходим в Angry Birds Fighter Reboot. Итак, чтобы свинка появилась, нам нужно на лабораторию напасть. Опа, смотрите-ка, какое у нас сообщение. Спасибо за помощь. Только что получил свинку. Галочку нажимаем, и вот видим, в конце у нас колба со свинкой пропадает. Ну вот такой вот у нас был взлом на свинку. Мы идем дальше. Что нужно для полноценной комфортной игры, это разблокировка всех персонажей. Как видим, участвовать в боях надо 30 раз, собрать 30 предметов и также победить 10 боссов 3 звезды. Стеллу мы вообще разблокировать не сможем, к Фейсбуку подключения здесь нет. Но мы можем также через код все это дело сделать. Сейчас покажу. Тот же самый директорий, абсолютно тот же самый, но файл будет другой. Называется Character Master JSON. И выбираем редактор текста. И здесь смотрите, ID нулевое, это у нас птичка самая начальная, это Red. ID 1, да, это у нас Chuck, ID 2, это у нас Синяя Троица. И здесь мы ищем такую строчку, как Unlock Param. Вот, я думаю, вы видите, да, Unlock параметр, то есть 30 раз нам нужно победить. По идее, мы можем здесь выставить то число, которое у нас было, у меня это было 2. Выставляем здесь двоечку, нажимаем пробел. Все. Если у вас там как-то строчки прыгают, не пугаемся. Так, здесь нажимаем «Да». И файл баг мы удаляем. Причем птички у нас будут разблокироваться со всем снаряжением. Потому что я видел скриншоты, где тоже через этот файл редактировали, но птички почему-то были обезоружены и без щитов. Всяких там шляпок и тому подобного. Мы же будем сейчас все это дело исправлять, как бы, чтобы все было так, как есть. И нам нужно сейчас, по идее, сыграть один раз. Чак новый уровень. И смотрите-ка, у нас Синяя Троица. Причем с полным комплектом вооружения, да, щита и шляпки. Все отлично. Синюю Троицу разблокировали. Дальше нам нужно открыть бомбу. Соответственно, он будет следующим, то есть ID 3. И вот как мы видим, unlock параметр, вот он, разблокированный параметр, 30 стоит. И выбираем вот тут у нас ID, допустим, 8 вещей. Так, удаляем. Где мы собрали больше вещей, и сейчас посмотрим, что получится. Если у нас на 0 не сработает, для этого нам нужно просто получить какую-то вещь, и она появится. Но по сути у меня они уже есть, поэтому давайте поставим 8. Посмотрим, что произойдет. Смотрите-ка. В твою команду вступает бомба. Вот он, с полным комплектом оружия. Так, с Матильдой здесь нам нужно победить 10 боссов. Сейчас мы это сделаем. Переходим в редактор файла. И следующий у нас ID 4, это Матильда. Unlock параметр 10. Нам надо, чтобы мгновенно это разблокировалось. Я выставлю 1 и восполню это пробелом. Сохраняем изменения. Я должен буду просто победить одного босса. Так, переходим на остров и смотрим. Вот нам нужно, вот тут внизу написано, что сколько надо, ведь 0 из 1. Мы изменили, все шикарно. Переходим вот уровень вот сюда. И вот здесь мы видим свинку испытания. Нажимаем и вперед. Энергия у нас автоматически восполняется. И мы играем в свое удовольствие. Итак, друзья, вот мы прошли босса. Победа в 3 звезды, что и нужно для разблокировки Матильды. Опа, Матильда! Матильда в нашу команду вступает. Видите, она с шляпками, с подарочными украшениями такая. Как она, по сути, выдается в прохождении миссии. Матильду разблокировали. Теперь, что касается Стеллы. Тут еще проще, ребята. Заходим в Character Master. И вот ID 5, это у нас Стелла. Видим разблокировочный параметр 10, то есть 10 друзьям помочь. 0 и ставим пробел, чтобы восполнить утрату, да. Мы все это прекрасно знаем. Сохранить. И удаляем файл. Дальше перезаходим в игру и проверяем, что получилось. Так, ребята, я перезапустил игру, проверяем. Опа! Стелла вступает в нашу стаю. Как видим, полное снаряжение. Полностью, как и выдается при выполнении миссии. Вот так вот, друзья, через уже другой JSON файл можно разблокировать всю стаю и играть за каждого. Ну и дальше переходим к последнему взлому. Для этого уже нужна будет другая программа. Итак, последнее, что я хотел бы вам показать, это взлом на монетки. Птичек мы открыли, лабораторию тоже, разблокировку уровней. Теперь, что касается монет. Так, взламывать мы будем при помощи
продаже какой-нибудь вещи, птички. Положим вот эти солнечные очки. Для взлома нам понадобится программка Game Guardian. Для нее также нужны root права. Видим, у нас улучшить очки можно за 200, продать за 40. Это нам очень сильно пригодится. Почему, сейчас рассказываю. Выбираем игру и пишем в поисковике 200. Эти значения между собой взаимосвязаны, то есть они обозначают один предмет, относятся к нему и между собой функционируют, находятся на одной вкладке. Они взаимосвязаны. Дальше. Как объяснить Game Guardian, что они взаимосвязаны? Для этого есть специальный символ, точка с запятой. Пишем 200, точка запятая 40. Вы же можете писать ваши значения, которые у вас там будут. Тип поиска, выбираем keyword и нажимаем новый поиск. Дальше ждем, нашлось 518 значений, это много, но мы не отчаиваемся. Нажимаем тут редактирование, мы нажимаем на больше и перевращение мы пишем циферку 1. Здесь я напишу 40, чтобы слишком большие цифры не были, то есть самое меньшее значение. Нажимаем да, у нас изменились значения, но здесь не поменялись, иначе среди этих у нас нету нужных. Удаляем их все и откатываем. Так, выбираем все и также здесь я напишу 40, здесь вы пишите свои значения, там самое наименьшее и превращение в единичку. Смотрим. Опа, смотрите-ка, сразу у нас нашлось. Если у вас так не получилось, то вы то же самое проделаете, то есть откатить и удалить нажимаете. И также выделяете все и превращением ищите нужное. Нам повезло, вот у нас 110 и 109. Ищем эти значения вот здесь, вот 110 и 109. Хорошо. И нажимаем дальше откатить и удалить обязательно. Нажав на них, мы, видите, галочки убрали, а удаляется у нас то, что выделено. Таким образом, у нас значения измененные в самый верх отправили. Сейчас мы будем делать очень простую вещь. Продать у нас 109. Ищем это 109 и изменяем на то, которое хотим. Не рекомендую вам ставить 9 девяток, поскольку игра может вылететь. Вам придется все заново это повторять, поэтому я поставлю 8 девяток. Нажимаем да. Видите, игра не вылетает, я нажимаю. И продать можно, видите, за сколько монеток. Очень много. Если у нас не продается, вот да, для этого очень просто. Нам нужно нажать вот здесь, нажимаем галочку, и после чего нажимаем на очки, и кнопка продать у нас будет активна. Все, друзья, нажимаем. Опа, и все. Смотрим, у нас полностью взломаны монетки. Можно прокачивать и другие снаряжения птичкой. Вот так вот можно все это делать. Надеюсь, вам эти все взломы понравились. Я могу спокойно завершать видео. На этом все, дорогие друзья. Это были все базовые модификации Angry Birds Fight. Благодаря файлу config.json можно модифицировать все, что душе угодно. Например, в одном из прошлых видеороликов я показывал, как набрать много очков силы и атаки. Если вы этого не смотрели, то обязательно посмотрите. Ссылка будет в описании. Здесь я лишь показал основные модификации для Angry Birds Fight, которые действительно могут пригодиться большому количеству людей. Еще раз хочется сказать спасибо разработчикам проекта Angry Birds Fight Reboot. Ребята просто большие молодцы. Они активно ведут разработку и делают большие прогрессы. Например, на момент монтажа им уже удалось разблокировать события со свинками, монстрами. Вы представляете? Обязательно переходите в их Discord сервер. Вот такое видео у меня получилось. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, поставить лайк с колокольчиком и написать свой комментарий. На этом видео подошло к концу. С вами был Искра Бёрд. До новых встреч, друзья, и всем пока!